Что если в рассказе истории не будет ни единого слова? Станет ли возможным понять все происходящее? С уверенностью могу сказать, что можно. И вот почему. Родоначальницей механики повествования является невероятно мрачная игра Limbo. В ней вы играете за мальчика, который только что проснулся в лесу. Вы, как и мальчик, ничего не понимаете. Где вы, зачем вы и что делать. Вместе с мальчиком вы пытаетесь все понять посредством окружения вокруг вас. Ведь за всю игру вы не услышите ни единого слова. Но сегодня речь пойдет не о Limbo, а о тех, кто вдохновлялись и пытались повторить успех этой мрачной, но очень атмосферной игры. После окончания разработки Limbo компания Playdead сразу же начала производство следующего проекта, который в тот момент назывался просто Project 2. В тот момент у разрабов уже были некоторые наработки для продолжения, но они решили все же создать прям новую игру с новыми механиками и окружением. Назвали ее Inside. С нее и началось мое знакомство с играми такого типа. Я бы назвал такой жанр «иди направо и смотри по сторонам». Ведь разработчики не сильно ушли от своей концепции безмолвного главного героя и мира в частности. Мы снова играем за мальчика, который непонятно кто, непонятно зачем и что вообще делать. Думал ли я тогда, что игра будет интересной? Конечно, нет. С самого начала игра не очень-то приветлива, в отличие от большинства игр с обучением, прологом и так далее. Только я дошел до цыплят, а это почти самое начало игры, как меня осенило. Это нечто новое, что может меня увлечь и надолго. Серый, тихий мир, который говорит с тобой молча. Да, это странновато звучит, но так и есть. С тобой говорит буквально все. Механизмы, персонажи, фон, головоломки, физика движения. Тебе стоит лишь присмотреться и начать потихоньку понимать этот своеобразный язык, который, может, не изобрели, но преподнесли по-своему разработчики из Playdead. Казалось бы, раз тут нет ни единого слова, то каждый игрок поймет по-своему, но все же нет. Здесь довольно легко читается смысл всего сюжета, и все, кто играл, понимают примерно одно и то же. Точно понять, в чем дело, мы сможем, если откроем альтернативную концовку. Их тут две. Если вы не играли или намереваетесь поиграть, то перемотайте, потому что сейчас будут спойлеры. В конце, когда мы встречаем странный клубок из людей, похожий на картоху с ножками, мы освобождаем его от оков, в которые заковали его ученые разной степени, ну и сваливаем с очень эффектными покатушками. На этом игра заканчивается. Что нам дает этот кусочек сюжета? Ответ прост. Нами управлял тот самый клубень картофеля с ножками и пытался спастись с нашей помощью. Почему именно так? Да дело в том, что если открыть альтернативную концовку, тогда в конце открывается дополнительная комната, в которой есть огромный выключатель. И когда мы его выдергиваем из розетки, то мальчик, за которого мы играем, выключается и превращается в подобие болванчиков, которых мы встречаем по пути игры. Это нам говорит о том, что тем самым мы отключаем себя же от чего-либо управления сознанием и становимся вольным, либо наоборот, еще более безвольным. Это не просто игра на 3-4 часа, это невероятная история без слов, который заставляет тебя шевелить мозгами не только ради головоломок, но и над сюжетом, истинным посылом всех своих действий, как в игре, так и в жизни. Считаю, это отличная игра для того, чтобы познакомиться с жанром «иди направо и смотри по сторонам». Тут простые пазлы, простой для понимания сюжет, от концовки которого ты даже можешь взгрустнуть. Ну и, конечно же, своеобразный визуал. Если же вам хочется более усложненного геймплея, более мрачную игру, то специально для вас создали игру под названием Little Nightmares. Даже 2 части. Теперь же нам дают поиграть за девочку в желтом плаще, которая также просыпается непонятно где. А нам предстоит разобраться во всем. Изначально игра называлась «Голод», но позже разработчики решили отказаться от этой идеи, дабы в поиске можно было легко ее отыскать. Название «Голод» связано с тем, что девочка, за которую мы играем, ее, кстати, зовут Шестая, по ходу всей игры одолевает голод, и не только ее. К этому мы перейдем чуть позже. Здесь еще более мрачная и темная атмосфера, нежели в Inside.
И чтобы не потеряться в темноте, нам выдают нашу палочку-выручалочку в виде зажигалки. Пользоваться ею мы будем на протяжении всей игры, хотя ничего кроме света она нам не дает. Шестая совсем слабая маленькая девочка, и противостоять противникам она не может. Поэтому мы то и дело будем прятаться или убегать. Тут это сделано на высшем уровне. Например, когда за тобой бежит гигантский страшила, а ты ничего не можешь сделать, еще музыка нагнетает саспенса, ты в таком напряжении находишься, так быстро реагируешь на стрессовые ситуации, что когда ты наконец попадаешь в безопасную зону, к тебе приходит такое умиротворение, такое спокойствие от всего, что было. Это ни с чем не сравнить. Сюжет здесь не рассказывается напрямую, ты посредством окружения должен понять все происходящее. Здесь он довольно прост и явно показан. Ну а дальше, если ты не играл, перемотай, потому что дальше спойлеры. Ближе к концу на уровне встречаются тучные челики, колобки, я бы даже сказал, которые жрут без конца. У них на столах мы видим мясо, хлеба, другими словами, разнообразие пищи. Они настолько пережравшие существа, что уже и на людей-то не особо похожи. Хотя у них на столах есть много еды, им этого мало, и они хотят съесть шестую. Вся эта еда, я так понял, состоит из детей, которых превращают в колбасы, вырезки и так далее. Просто шестая успела свалить, пока ее не зажарили. Этот кусок нам явно дает понять о людских пороках, точнее об одном – чревоугодии. Нам это показано со всем отвращением, унизительностью к перееданию. Также это является большой проблемой общества, когда людям с деньгами и извращенными вкусами достается много всего, но им нужно больше и больше. Когда такие, как наша шестая и подобные ей люди, у которых нет средств или доступа к еде, вынуждены голодать, умирать, либо идти на отчаянные поступки, чтобы выжить. И именно поэтому игра раньше называлась «Голод». Также здесь проглядывается проблема детских страхов, таких как боязнь темноты, порицание со стороны взрослых и самого взросления. Единственными друзьями за всю игру будут такие же маленькие гномики, которых тут называют ном. Они единственные с ней на одном уровне и не пытаются что-то навязать или съесть ее. Отличная игра, которая продалась внушительным тиражом. Ну и продолжение не заставило себя долго ждать. Если быть точнее, то это приквел к основной игре. Но, к сожалению, разработчики не могут подтвердить или опровергнуть эти данные, но нас это не сильно касается. Нас больше волнует, насколько сильно изменилась игра и изменилась ли она. По большей части игра осталась на том же уровне, что и первая часть. Однако в данной части мы не так уж и слабы, как была шестая. Мы играем за персонажа Моно, который все же может постоять за себя, используя определенные предметы для атаки. Хотя это никак не поможет в схватке с большими чудищами, которые также пугают и нагоняют ужаса на игрока. Поэтому все же большую часть игры снова придется играть в стелсе и бежать что есть мочи. В своем закрученном бессловном сюжете вторая часть также осталась на уровне. Как я уже говорил, мы играем за персонажа Моно, но в этот раз мы не одни, а с нами та самая девочка из первой части, шестая. К сожалению, никакого кооператива нам не дают, как и выбирать между персонажами. Шестая лишь помогает справляться с разными головоломками и ведет к очень крутому твисту в конце, но об этом позже. Собственно, о чем сама игра и ее скрытые смыслы, которые мы можем прочитать в дизайне уровней. На первый взгляд, это история о дружбе, выживании и взрослении. Как в детстве мы проводили время, залезая в чей-то сад, чтобы поесть клубники, но из дома выходил страшный дед, орал и угрожал расправой с нами. Также проходим школу и разного рода буллинг в ней же. Ну и в конечном итоге мы должны вырасти, стать выше, пройдя все эти переживания, и устроиться на работу в какую-нибудь башню /офис. Я так прочитал эту игру, каждый найдет для себя что-то свое. Больше всего интереса у меня вызвала концовка и персонаж по имени Тонкий Человек. Так, дальше спойлеры. Ведь в конце, когда нас предает шестая, дрянь такая, мы попадаем в какой-то лимб, и Моно взрослеет. Становится больше, выше, длиннее, и становится очень похожим на Тонкого Человека. Есть такая теория, что в конце, когда мы убегаем от Тонкого Человека, это и есть Моно, который хочет уберечь самого себя из прошлого
дабы Моно не попал в лимб и превратился в тонкого человека. Только есть ощущение, что все. Уже поздно что-то делать, так как главный герой попал во временную петлю, где он каждый раз будет становиться тонким человеком, а шестая будет его предавать. В этот раз разрабы классно замудрили сюжетом и, как подобает создателям, ничего не рассказывают. Иначе тебе, как игроку, ничего не стоит просто зайти в интернет и прочитать, что на самом деле имел в виду автор. Somerville – игра от продюсера Limbo и Inside, которая не очень-то сильно уступает своим предшественникам. Мы играем за мужчину, который мило спит в своем доме с семьей, пока на Землю не совершает свое нашествие инопланетяне. Теперь же им всем нужно спастись от нависшей угрозы в небе. Все кардинально меняется, когда в их дом падает какой-то синий дядька, проламывает им крышу, пол и застревает в подвале. Главный герой, пытаясь ему помочь, получает от дядьки разряд тока. Его жестко шарахает, и он отрубается. Семья, думая, что он умер, куда-то уходит, оставляя главного героя дальше лежать на земле. Тот, в свою очередь, обретает способность менять инопланетные формы. Тут-то и начинается сама игра. Игра не сильно отличается от предыдущих, однако масштабы увеличились. Нам дали новые механики взаимодействия с миром. Да и катастрофу также нельзя исключать. По ходу сюжета мы становимся все сильнее и сильнее. Можем взаимодействовать с большим количеством механизмов для продвижения вперед. Не скажу, что игра легкая, некоторые моменты приходилось переигрывать несколько раз, чтобы пройти дальше. Сама завязка очень интересная, и, как всегда, она открывается ближе к концу. Ну, я думаю, вы уже поняли, что дальше будет спойлер. Мы попадаем на военную базу, которая находится где-то под толщей воды в океане. Мы просыпаемся в своеобразной арене, в которой нас испытывают, а также демонстрируют наши способности каким-то ученым. Мы проходим все тесты и нас отправляют с важнейшей миссией на главный корабль инопланетян, дабы мы уничтожили их. Однако мы попадаем в матрицу или симуляцию, кому как удобнее, в свою старую жизнь, где все спокойно и хорошо. Но наш главный герой не мягким деланный, поэтому разрушает иллюзию и двигается вперед, уничтожая остальные. Тут, наконец, он приходит к главным. Как я понял, это сверхразумы, с которыми мы можем общаться и решить проблему по-разному. Этот момент мне нравится больше всего, потому что у нас здесь есть аж 4 концовки. Ну, вообще 5, но не до этого момента. И я хотел бы рассказать про несколько из них, все не буду брать. Во-первых, мы реально можем уничтожить инопланетян, себя и всех остальных. Во-вторых, есть концовка, где мы можем договориться, спасти себя, семью, всех остальных, и чтобы инопланетяне улетели. И третье, на чем хочу сосредоточить ваше внимание, можно ничего не делать, остаться сидеть на диване, так сказать, уйти в эскапизм. Забыться и принять судьбу, как она есть. Игра нам рассказывает о семье, любви к своим родным. И то, что ты можешь идти до самого конца, дабы спасти их даже ценой собственной жизни. Есть тут и момент, который показывает, что оказывается государство как будто знало о нашествии инопланетян, либо они уже прилетали, так как у них имеются технологии, которые используют НЛО. В общем, что хочу сказать. Игра красочная. Не везде, конечно, потому что в некоторых местах хрен что разглядишь, но главное это посыл. Что ты сделаешь, какой выбор ты совершишь в такой тяжелой ситуации. Так, ребята, подписывайтесь на телегу. Я там выставляю новости из сферы развлечений, о своих планах каких-то рассказываю. Также мы общаемся там в комментариях. Также вы можете подписаться на TikTok. Там есть отдельные короткие видео, которые могут вас очень сильно заинтересовать. Подписывайся. Ну а следующая игра очень красива своим окружением. С первых минут тебя завораживает здешняя флора и фауна своими какими-то гигантскими размерами и насыщенностью. Мы оказываемся на неизвестной планете и играем за астронавта, с которым мы будем вместе пытаться понять, что же тут происходит. К сожалению, механиками нас тут не балуют, дают лишь одну функцию – это менять время дня, ночь или день.
Она-то нам и поможет для решения некоторых головоломок. Все остальные, как и в предыдущих, ты бежишь куда-то вперед, дабы прийти, наконец, куда-нибудь. В определенный момент здесь появляются роботы, которые так и норовят уничтожить главного героя. Почему они так хотят сделать, я расскажу чуть позже, и это лишь моя теория. Эта планета максимально дружелюбна, точнее сказать, нейтральна к нам и дает все, чтобы двигаться дальше. Она похожа на нашу, со своими растениями, скалами, грибами, кроме летающих китов, конечно же. Как я понял, что тут до нас жила какая-то суперцивилизация, но прилетели какие-то плохие существа, скорее всего те самые роботы, которые также и нас хотят испепелить своими лазерами. Потому что обитатели фауны они не особо трогают. Где-то в начале игры мы набретаем на механизм с голографической планетой, который нам показывает наш путь, куда мы должны прийти в итоге. И это центр планеты. Мы запустим какой-то механизм, и я так и не понял, что произойдет с планетой. Она начнет свой жизненный цикл заново или разрушится? Сложно сказать из-за фигур и красного цвета. Есть у меня пару теорий по поводу сюжета игры. Первая заключается в том, что существа, которые жили здесь, так сильно развились, хотели устроить, так сказать, рай на Земле, но есть и другая цивилизация роботов, которые прилетели сразу же после активации голографии планеты. Складывается ощущение, как будто они получили сигнал о том, что на планете кто-то остался и нужно истребить всех оставшихся живых. Другими словами, банальное уничтожение других ради того, чтобы оставаться единственной развитой цивилизацией. Вторая теория заключается в том, что планета – это аллюзия на наш мир. Вроде того, что посмотрите, какая она красивая, зеленая и живая планета. Нужно ее беречь и оставить в покое, пока на планете не останутся одни лишь пустыни. Роботы, которые прилетели и начинают устраивать какую-то вакханалию, это аллюзия на нас, на людей, которые прилетели тут и устанавливают свои порядки, высасывают все жизненно важные соки из земли и ничего не дают взамен. Думаю, каждый выберет то, что ему ближе. Ну или расскажет свою теорию в комментариях. Игру стоит попробовать из-за невероятных видов. Проходится она примерно за 2-3 часа. Думаю, у вас найдется пару часиков на прохождение. Ну а теперь мы отправимся в более классический геймплей и простоватую графику. Нас будто создает высшая форма в виде обелиска. Ну и все продолжается по накатанной. Бежим направо, пытаемся понять, что происходит, и решаем пазлы. Игра меня затянула по большей части из-за своей музыки и довольно понятного рассказа через окружение. Снова я понял все по-своему и расскажу свое понимание сюжета. Первый вариант – это то, что мы видим эволюцию человечества и планеты Земля в частности. Какие-то отдельные участки исторического периода жизни, начало времен, где мы видим странных существ, которые не смогли продвинуться дальше по цепочке эволюции, так и застряли в прошлом. Различные войны, которые уничтожают все живое. Ледниковый период, период застоя, когда миром правят более развитые животные, выживающие на останках предков. Затем мы наблюдаем развитие религии как часть культурной эволюции. Технологический прогресс, в котором находимся мы сейчас. Однако в игре прогресс намного масштабнее нынешнего. Ну и космическая революция, создание жизни на новых планетах. Второй вариант – то, что главной героиней является аллюзией на человека, который должен пройти тяжелый путь через страдания, отказы, затем решение и, наконец, принятие всего происходящего. От того, что главная героиня смогла совершить весь цикл жизни и пройти ее до конца, за это ее ждет награда в виде получения сил, как у сверхразума. Такой типа намек, что каждый человек после прохождения цикла сам станет сверхразумом. Ну и третий вариант. Наша главная героиня является неким вершителем планет. Так, тут спойлеры. Вначале она рождается из обелиска. И в конце, но уже на другой планете, ее снова заточают в обелиск в ожидании следующего возрождения и последующего уничтожения следующих планет. И так по кругу до бесконечности. К сожалению, игра не сильно пользуется популярностью, у нее низкие оценки, низкие продажи. Но меня это вообще никак не смутило и даже оставило какой-то след в жизни. Все эти игры помогают тебе развивать фантазию,
создавать различные аллегории, интерпретировать их со своими знаниями, какими-то наблюдениями. Они очень простые в геймплее. Пройти ту или иную головоломку не составит никакого труда. В крайнем случае можно посмотреть гайд на YouTube, если ты застрял в каком-то моменте. Занимает время на прохождение около 4 часов. Больше у меня никак не получалось. И еще один очень весомый аргумент – это то, что они могут пойти на любом калькуляторе. Они не занимают места и не сильно требовательны к железу. Очень рекомендую ознакомиться с такими играми, так как в последнее время они набирают все больше популярность и будут становиться все более и более насыщенными. Я рассказал вам лишь о части игр подобного типа. Таких есть еще немало. И будут выходить в будущем еще. Если вы хотите продолжение, то напишите об этом в комментариях, чтобы я понял. Ну и если вам понравился ролик, поставьте свой лайк. Спасибо, что досмотрели до самого конца. Подписывайтесь на Инстаграм, Телеграм канал. У меня есть куча всего и везде там интересно. И пока!